Дисклеймер. Все то, что будет сказано ниже, воспринимайте только как какую-то дополнительную информацию. Не воспринимайте это как руководство к действию. Этим я снимаю с себя любую ответственность. Обращайтесь напрямую к технологам производителей, общайтесь с ними и экспериментируйте на малозаметных участках. Привет, друзья! Мы уже пришли в оштукатуривание, как видно за мной, да, там уже что-то поштукатурено. Простите, но у меня не было реально времени, все завертелось, и мы ушли в нашей работе чуть дальше, чем вы можете видеть. Ну, так получилось. Сейчас вернемся к технологии, я присяду и в спокойной обстановке попытаюсь рассказать, как, что, почему получилось. Приятного просмотра. Ну что же, технология, система, как вы знаете из названия, это система аллигатор, преимущественно. У нас тут, кстати, уже за окном, а мне пришлось его закрыть, там шумно. За окном 20 с копейками, но стены прогрелись очень хорошо. И тут так прям, есть немного. Тяжело работать все равно, хотя даже открываешь окна все равно как-то. Ладно, все, о чем я буду говорить, оно будет мною продублировано в описании к этому ролику. То есть все материалы, их технические характеристики и, собственно, то, что я буду сейчас проговаривать, а говорить я буду проговаривать с телефона. То есть я буду подсматривать, поскольку я напечатал, как бы, всю эту информацию и предоставляю ее вам. И сам буду оттуда же и подсматривать, с телефончика. И все запомнить сложно. Возможно, ликбез для тех, кто не знает, как устроен YouTube. То, что в телефоне, приложение, которое в телефоне, оно ориентировано на быстрый просмотр роликов и на быстрый просмотр рекламы вами. То есть, чтобы вы просто сидели и скроллили, и больше рекламы, чтобы просматривали. Удобнее смотреть с компьютера. Так вот, кто, может, не в курсе, описание к ролику. Есть видеоролик, у него есть описание, есть название канала, да? Как посмотреть описание? Для того, чтобы посмотреть описание к ролику в телефоне, нажмите на его название, ткните в название ролика, и вам выйдет описание. Там можно будет посмотреть, собственно, описание к ролику. Поскольку любой автор заморачивается этим в большинстве. Если вы нажмете на название канала, вы попадете в меню канала. Там будут плейлисты, будет информация о канале. Кому это может быть нужно? А это к тому, что сегодняшний ролик я номерую. Хотя, естественно, я не потратил весь день для того, чтобы создать этот ролик. Но я номерую, поскольку знаю, что некоторые люди потом будут просматривать через плейлист. Чтобы посмотреть плейлист, нужно зайти в меню канала, ткнув на канал. И потом сверху будут там плейлисты. И туда нажать, и там будут названия плейлистов, и можно посмотреть. Вдруг кто не знает. Бывает, что люди не знают такого. Пойдем в какую-то информативную часть. Прежде чем в нее перейти, скажу, почему так получилось. Изначально я обратился к представителям компании Семин и к представителям компании Витанит в поисках каких-то возможных технологий по потолкам. Вдруг что у вас есть, ребята? Есть у вас что, нет? В Семин мне сказали нет. Мы вам не можем помочь, у вас там такие основания, там дранка какая-то, доски нет. Извини, чувак. Ладно. Обратился в Витанит. В Витаните мне сказали, у нас есть классная штукатурка. Unirender 414, она пойдет на ваши доски. Unirender 414, как я понимаю, это часть какой-то фасадной системы Витанит. Но дальше в Витаните как-то не пошло, поскольку единственное, что мне предложили, это можно выравнивать плоскости этой штукатуркой, а дальше работать LR-кой, всем известный LR+, Витанит LR+. Хотите сетку туда? Вклейте сетку в нее, 2 на 2, не 5 на 5, а 2 на 2, вот так будет хорошо. А я говорю, а я хочу JS-ку, мне так нравится JS-ка, она такая классная. Делайте JS-кой. А как же 5 мм, там 2-3 равнять? Вот такая заминка, Витанит, походу, не подошел мне. И дальше у меня был разговор с собственником квартиры. Я точно дословно не помню, но собственник этой квартиры. И зашел разговор о материалах. Чем будем делать? То есть можем делать этим, можем делать этим. А собственник меня и спрашивает, а вы чем хотите делать?
Я говорю, ну, как бы, ну, вы чем считаете нужным? Как будет хорошо? Я бы хотел попробовать аллигатор. Я им как бы доверяю этой компании. Это не реклама. Кто там скажет про рекламу, я не получил ни копейки денег от них и, скорее всего, не получу, поскольку мало, очень мало здесь зрителей и просмотров. Это просто продукт, который мне нравится. Ну, возвращаясь. Аллигатор. Но это будет удорожать, скорее всего, как-то. Ну и ладно, сказал собственник. Ну где-то так там было, что ладно, окей, если это не будет там на несколько порядков удорожать, то в принципе, если это будет хорошо, то давайте будем делать. Ну и ладно, будем делать. Я обратился к представителям аллигатор, переписывались мы с ними, наверное, несколько дней. Я не знаю, десятки, ну, с моей стороны, наверное, пару десятков часов точно ушло на формирование вопросов. Мне сразу же предоставили материалы, а мне же интересно, я давай читать там техническую информацию, задавать уточняющие вопросы и так далее и тому подобное. И в конце концов мы пришли в некую систему, которая показалась, в принципе, логичной. Но, в ней фигурировала штукатурка как раз таки Unirender 414. Сказали, она вам классно подойдет, все будет хорошо. Давай обзванивать тех, кто продает 414. Ну, собственно, Витонит. Обратился к представителям Витонит. Еще ребята, как оказалось, походу прекратили выпуск этой штукатурки. Буквально там за какой-то месяц до того, как я обратился. Вот. Вот такой облом. Такой облом, то есть, причем технолог расхваливал от чистого сердца, говорит, я бы все ей штукатурил, она классная. А это что-то типа цементно-известковой, армированной такой штуки, которая для фасадных систем, для приклеивания там каких-то плит. У аллигатора, кстати, тоже есть такая подобная, мормертель, или как-то так называется, вот подобная такая штука с известью, с цементом и армированная. Там очень высокая стоимость. Там мешочек 5500 стоит. Unirender стоил там, что-то, по-моему, то ли 700, то ли 900 рублей мешок такой же. Ну, как бы с нашими утратами, а вы видели, что здесь на потолках происходит, это уже будет перебор как бы. Но они сказали, да, у нас есть такая. Ну, можете взять любую штукатурку. Берите что-нибудь, и на это что-нибудь все наше, в аллигатор сказали, наше все аллигаторское, ляжет на ваши любые штукатурки через адгезионный грунт. Не проблема. Ну, ладно. Вот так мы пришли в аллигатор. То есть сейчас на этом этапе я вижу вот такую вот схему работы и вижу вот такую систему и делюсь ею с вами. Ну, наконец-то. Не знаю, сколько там уже, минут 5-7 прошло. Поехали потихоньку. Я сигаретку закурю, с вашего позволения. Но не потому, что я нервничаю, потому что я много курю. Так, наша работа здесь будет разделена на 3 этапа. Первый этап закончится на восполнении утрат, крупных утрат штукатуркой. Второй этап это будет все то, что связано с шпаклевками и с предпокраской. Подготовкой к покраске. И третий этап это будет, собственно, уже покраска. Хотя, может, я чуть-чуть неправильно сказал насчет предпокраски. Ну, сейчас посмотрим. Там можете поправить меня в комментариях, если хотите. Значит так. Первый этап. Грунт, ТИФ-грунт. ТИФ-грунт ЛКФ. Все материалы аллигатор, кроме штукатурки. Штукатурка дальше. Грунт, ТИФ-грунт ЛКФ. Все полностью, включая дранку, мы все проходим этим грунтом. Но предварительно экспериментируем, смотрим, чтобы у нас не получилась пленка, либо такой явный блеск. То есть эта поверхность не должна блестеть, которую мы обработали, не должно быть какого-то блеска, не должно быть пленки. Если у нас все нормально, а у нас уже было все нормально, мы обрабатываем так, как она есть, без разбавления. То есть работаем ТИФ-грунт, ЛКФ без разбавления. По всей плоскости. Это номер 1, пункт 1. Пункт 2. После этого мы берем следующий грунт. То есть у нас есть второе грунтование. Не только одно, а второе грунтование. Это грунтование адгезионной грунтовкой, пигментированной адгезионной грунтовкой Grundier Farb VP. В ее составе есть кварцевый наполнитель. Она светленькая. Это концентрат. И она способствует лучшей адгезии последующих материалов, которые будут нанесены. То есть у нас получается 2 грунтования. То есть пункт 2, еще одно грунтование. Grundier Farb VP. Пункт 3. Завершение первого этапа. Пункт 3. Штукатурка.
подразумевалась Унирендер, ее нет. У Alligator есть Мортмертель или как-то так, дорого. Мы взяли Волму, Волма-слой. У нас будет Волма-слой. Что мы будем делать этой штукатуркой? Мы не будем выравнивать плоскости ею. Мы будем заделывать только самые какие-то крупные там утраты, вот такие там где-то дранка торчит, да, какие-то там сколы крупные, но не будем размазывать ее по всей плоскости, поскольку ее паропроницаемость гипсовой штукатурки, она ниже, чем у основания, известково-песчаная, и ниже, чем у следующих шпаклевок, которые, как я понимаю, имеют в себе цемент и известь. То есть я не хочу размазывать по потолку гипс, ну, не хочу. А вот крупное что-то вполне доберу. Значит, третий пункт, Волма, слой. Технолог одобрил, сказал, можете использовать, но дальше адгезионным грунтом вы должны это все перекрыть. И все дальше будет нормально там липнуть и адгезировать. Вот так-то. 3 пункта, первый этап закончили. Тиф грунт ЛКФ, грундир фарб ВП и штукатурка. В нашем случае Волма слой. Кому там надо другая, берите какой-то другой, советуйтесь с технологами, и все будет классно, как мне кажется. Этап второй. Разнообразное шпаклевание и армировка сеткой. Есть 2 шпаклевки. Да, 2. Есть 3 шпаклевки. Одна из них производства Германии, которая рекомендуется везде. То есть она может быть и финиш, и суперфиниш. Это Фасаден Фульшпатель Экстрафейн. По-моему, так правильно будет ее прочитать. Извините за мой немецкий. Я плохо по-немецки. Ну, что такое? Фас, фульшпатель, экстрафейн. Как-то так. Дорого. Дорого. Весомо дорого. Тоже в районе 5500 рублей за мешочек. Но есть ее аналог. Сейчас я, чтобы прям точно, Фейншпатель.ру. Фейншпатель.ру. Его делают, как я понимаю, ЗАО Кайман. Собственно, это дружественная организация вот, с Alligator. Как-то вот так вот. И по заверениям технолога, эти шпаклевки отличаются только как бы легкостью обработки. Вот этот вот фейншпатель. Мы будем делать им, поскольку нам придется выравнивать шпаклевкой. У нее максимальный, у обеих максимальный слой 5 мм. Ну, прохода 2 надо будет сделать точно. И расход будет очень серьезный. Ну, в данный момент мы на этом решили сэкономить. То есть, что мы возьмем российского производства шпаклевку. Итак, пункт 4. Этап второй. Пункт 4. Пигментированный грунт, грундирфарб, ВП. Угу, опять адгезионный грунт, но в этот раз точечно то, что мы замазали какими-то штукатурками. Мы же всю плоскость прошли ВПшечкой, да, вот этой вот, грундирфарб, ВП. Зачем 2 раза? Если мы не трогали поверхность, то там, где мы не трогали, мы не будем. Просто точечно прокрасим и наносится это кистью. Кистью лучше всего, хорошо втирается. Значит, пункт 4. Грундирфарб, ВП. Предварительно все надо обеспылить, конечно же. Поскольку нам надо будет подшкурить где-то что-то там, где-то подсбить какие-то сопельки. Все, обеспыливаем и проходим грунт. Угу. Пункт 5. Армирование стеклосеткой. Alligator предложили свою стеклосетку. Говорят, у нас хорошая стеклосетка без диагонального растяжения. Там, по цене она может быть чуть выше, я не помню, что-то в районе 2000 рублей 50 метров или 2500 рублей 50 метров. Ну, в общем, такое они предложили. То есть армирование, пункт 5, армирование стеклосеткой, и используем одну из 2 этих шпаклевок. Фасад фульшпатель вот этот вот, либо Фейншпатель.ру, которая русская шпаклевка. Наносим шпаклевку гребенчатой кельмой. Разравниваем, убираем лишку, утапливаем сетку и сразу же заравниваем этой же шпаклевкой. Вот так и заклеиваем сеточкой. Сетка 5 на 5. Вот по-моему, простое действие такое, да? Значит, 5-е армирование сеткой с помощью шпаклевок. Через плюс-минус 4 часа от этого процесса можно нанести следующий выравнивающий слой, если нам это нужно. Либо подождать полного высыхания, оно будет там миллиметр в сутки, либо, по-моему, в районе 7 дней, что-то такое там. Я уже запутался, тут много всего написано, но где-то так. То есть, либо сразу там через часа 4-5, либо там через недельку. Но это длительные процессы, особенно на потолке, особенно мы будем этой шпаклевкой еще подравнивать что-то. Я думаю, что можно будет сделать круг по всей квартире, вернуться и еще раз поработать. Перед этими шпаклевками увлажняем. То есть, пункт 5 наклеили сетку, пункт 6 подравниваем еще что-то. Дополнительные грунты не нужны, просто увлажняем. Если на этом этапе
качество уже достаточное, мы можем уже смело красить. То есть, если мы видим, что все классно, что осталось только чуть-чуть подшкурить, мы можем, в принципе, уже красить. Но если качество финальных поверхностей нам не нравится, мы идем дальше, в пункт 7. И это опять грунт, Grundier Farb VP, пигментированный грунт, адгезионный. Поскольку поверхность уже гладкая, и если нам требуется какое-то тотальное шпаклевывание всего, лучше после высыхания предыдущих слоев еще раз пройтись Grundier Farb VP, пункт 7, и перейти в пункт 8, где начинает фигурировать новая шпаклевка. Либо это будет вот это вот фасад Фульдшпатель Экстрафейн производства Германии, либо это будет финишная, так она и называется, финишная торговая марка Кайман. Разница между ними уже в 2 раза. Кайману торговая марка, финишная шпаклевка стоит около 2700, по-моему. Да, 2700 за мешок. Немецкая 5500, да. На 2021 год, так звучит. То есть, если нам не понравилось на 6 пункте, мы переходим дальше через адгезионное грунтование всего, да, и опять уже финиш прям, ну это будет супер финиш. Как бы. Под покраску этого уже, скорее всего, будет достаточно. Ну и переходим в 3 этап, собственно, этап, где предусмотрена уже покраска. Насколько я понимаю, не менее 1 дня на 1 мм, ну это в хороших, в нормальных условиях, но не менее 7 дней должно пройти после всех наших работ. Поверхность обеспыливаем, поверхность проходим TIF-грунт LKF, то есть 9 TIF-грунт LKF. Грунт глубокого проникновения мы все скрепляем и обеспечиваем хорошую адгезию для последующих слоев. У нас здесь крайний верхний этаж, все желтое, да? Рекомендован, конечно же, рекомендован пункт 10, изолирующий грунт Haft-und-Sperr-грунт. Мы уже работали им и знаем, как он тяжело и мерзко наносится. Так вот, после ЛКФ, TIF-грунт ЛКФ, он будет наноситься легче. Но это хороший изолирующий грунт. Насколько мне в данный момент это видится. Может, кому-то по-другому. Ну, насколько в данный момент я вот работал и могу сказать, да, это перекрывает желтизну. Там более полугода прошло, там, где мы работали им, ну, ничего, никаких нареканий, по-моему, нет. Ну, классно, супер, это работает. Значит, пункт 10 у нас был Haft-und-Sperr-грунт по всей поверхности. И краска, пункт 11, Phoenix Matte, нам известная красочка. Собственно, я закончил свой список, но тут, момент, пункт 10, пункт 11. Haft-und-Sperr-грунт может быть оставлен как финишный слой. То есть красить его не обязательно. Он тоже моющийся, он паропроницаемый. Кстати, про паропроницаемость. Специально спрашивали, менеджеры Alligator специально спрашивали у своих партнеров в Германии про паропроницаемость. Класс, по-моему, V1. Все грунты Alligator высоко паропроницаемы. То есть для повторения еще раз. Можно обойтись без финишной краски. Ну, если вам так хочется. Если вы считаете, что вот оно после Haft-und-Sperr-грунта, если оно достаточно хорошо покрашено, вас удовлетворяет, ну и классно. На этом можно и остановиться. Вот, 11 пунктов, 3 этапа. Может, у нас по ходу что-то еще и поменяется как-то. Но пока вот план такой, а я вас с ним ознакомил. И, кстати, я что-то вспомнил, да, про устройство YouTube, да, вот это вот все. Ребята, если вам вдруг YouTube показывает рекламу на наших роликах, это не я, знаете об этом. 1 июня этого года, 2021 года, YouTube как монополист в этой сфере сказал, мы будем показывать рекламу где захотим. Наш канал не подключен к монетизации. То есть мы не впихиваем рекламу в ролики для получения дохода. Если вы видите рекламу, это делает сам YouTube, поскольку он может так сделать. А не хочешь сам монетизировать, так мы за тебя монетизируем. Такая политика у них. Надеюсь, это было информативно, хоть как-то. Задавайте вопросы, пишите комментарии, лайки, дизлайки. Ну, все, что посчитаете нужным, взаимодействуйте. Таким образом вы помогаете этому каналу развиваться и создаете какую-то мотивацию мне для того, чтобы создавать дальше такой подобного рода контент. Вот так. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.